Здорово, друг! Меня зовут Джон Кормилицын, ты на канале J Centers, и это новостной CG выпуск. Прежде чем о событиях и технологиях, хочу поделиться новым роликом, который мы делали совместно с Лехой Кликтон. Ему 15 лет, и он расскажет вам о достоинстве Blender в сравнении с Cinema 4D. Больше ничего не скажу, смотрите сами, ссылочка в описании. Совсем недавно на песню Canvas группы Resonate вышел клип, созданный искусственным интеллектом. То есть сейчас вы видите результат, полученный в нейронной сети Disco Diffusion Turbo, ну или DDV5. Кто-то пишет, что на это можно смотреть бесконечно, кто-то кричит, что нейронки отбирают у них работу, а кто-то видит в этом возможности. И я сразу же закрою некоторые возражения. Вы не останетесь без работы, концепт художники в том числе. Учитывайте, что в качестве входных данных были не только текст песни, но и правки автора. Например, для более корректной визуализации некоторые фразы песни были модифицированы. К тому же движение камеры по сгенерированному миру было добавлено вручную с помощью ключевых кадров, которые впоследствии также ручками синхронизированы с битом. А еще в разные моменты песни внесены изменения в художественный стиль картинки. Если хотите попробовать нейронку, ссылка в описании. И спонсор выпуска — компания Selectel. Это одна из ведущих российских провайдеров облаков и IT-инфраструктуры. На базе собственных дата-центров компания предлагает аренду выделенных серверов с мощными видеокартами NVIDIA. И они подойдут для любой сложности работы с анимацией, 3D-моделированием, рендеринга, хранением тяжелого контента, да и всего, что связано с графикой, нейронными сетями или анализом данных. На my.selectel.ru можно будет подобрать конфигурацию под любые задачи. Даже небольшие стартапы могут выбрать оптимальное решение по мощности и бюджету на базе десктопного железа. Это идеально подойдет под задачи, не требующие больших вычислительных мощностей. Для каждого сервера включена бесплатная защита от DDoS-атак, круглосуточная техподдержка и высокий уровень безопасности. В том числе обеспечивается и защита персональных данных. На сборку кастомного сервера потребуется всего несколько дней. А если не хочешь ждать, можно выбрать уже готовые конфигурации, на запуск которых уйдет пара минут. Так что переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь в панели myselectel.ru и заказывайте выделенный сервер с ГПУ. Разработчики Каскадер в рамках раннего доступа представляют скидку на свой софт. Акция продлится до 30 июня 2022 года. Скидку в 50% можно получить на лицензии Каскадер Pro и Business. Причем сохраняется она до момента отмены подписки. То есть она будет действовать каждый последующий год. Сам Каскадер предназначен для анимации любого типа. Полная версия программы будет выпущена во второй половине 2022 года. На данный момент разрабы готовят обновленный интерфейс и Node Editor. Последний необходим для управления нестандартной анимацией через нодовую систему. Canva отключили доступ к своей платформе пользователям из России. Сервис предназначен для графического дизайна. В нем можно создавать различные картинки для социальных сетей или же презентации. По данным компании, в России было 1,5 миллиона пользователей. Уже многие сообщества публикуют посты с возможными вариантами замены. Кто пользовался Canva, поделитесь, на что перейдете или уже, может быть, перешли. Команда Quixel представила серию коротких туторов, где показали и рассказали о создании проекта 90 дней в Unreal Engine 5. Посмотрите, может быть, узнаете чего нового. Субтитры, если что, есть. Или, может быть, получится использовать систему Яндекса для синхронного перевода. На самом деле, мы переводили огромное количество уроков. Было и весело с таким переводом, и, кайфово, полезно. Reallusion запустили 2D-конкурс Cartoon Animator, где победители разделят в общей сложности $15 тысяч. Победители будут представлены в публикациях Reallusion, а также получат возможность продвигаться в качестве лекторов, художников и разработчиков контента. Условия конкурса в этом году немного изменились. Самое интересное, что внедрили новую категорию вертикальных шортов. То есть можно будет охватывать TikTok или рилсы YouTube. А если поделитесь информацией о конкурсе в своих социальных сетях, то получите двухмесячную бесплатную пробную версию. Подача работ открыта до 8 августа. Победители определят уже 23 числа. Все подробности по ссылочке в описании. И в то же время команда Reallusion представляет скидки до 30% в своем маркете на некоторые из ассетов. Всего их 4, а точнее в их предложении включен пак, состоящий из движений пешеходов. Рассказываем это, потому что это полезно и как минимум интересно. Также Athletic Run — расширение, которое пригодится для анимации каких-либо спортивных
спортивных движений. Третьим в акции участвует набор выражений лица с различными морфами для правдоподобной передачи эмоций. И последний ассет не такой интересный. Это обычные блики объектива. Но именно они могут сыграть на качественном рендере. Так и в чем суть акции? Покупаешь 2 пака, получаешь скидку 15%, а если 3, то скидка 20%, а все 4 – 30%. Да, вот такие хитрюги. Все установки подойдут для iClone 8 и Character Creator 4, ссылочка в описании. Мы тут наткнулись на одну статью New York Times, где говорится, что Apple привлекает режиссера Джон Фавро к разработке контента для предстоящей VR/AR гарнитуры. Ее выпуск ожидается в следующем году. Фавро уже работал над фильмом «Доисторическая планета» на Apple TV. И, возможно, на его фоне будет создаваться виртуальный проект. Подтверждений этой новости еще нет, но отмечу, что у Фавро уже есть опыт в работе с VR, так как технологии использовались при съемке «Короля льва» 2019 года. Еще на этой неделе прошла ежегодная конференция разработчиков Apple 22, где представили новую операционку и процессоры M2. Последние, по заверениям Apple, мощнее предыдущей версии в 1,5 раза. Ну а по поставкам техники пока точных данных, конечно же, нету. А теперь новость для тех, кто находится в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Майами или Саудовской Аравии. Именно там проходит иммерсивная выставка Arcadia Edge, на которой представлены технологии смешанной и дополненной реальности. Шоу организовало с помощью HoloLens 2 от Microsoft. На выставке представлено несколько инсталляций с различным контентом. Суть всего мероприятия — рассказать о будущем нашей планеты с учетом нашего же влияния. То есть это такой некий образовательный проект. Вход, естественно, платный, так что все подробности по ссылочке в описании, пишите, если знаете, где у нас проходят подобные шоу. Да. С выходом Unreal Engine 5 эпики оптимизировали ряд автомобильных материалов для их лучшего взаимодействия с Lumen, Nanite и Path Tracer. Пакет Automatic Materials представляет собой набор из 168 автомобильных материалов и текстур. Также можно бесплатно загрузить пробный проект авто с Unreal Engine Marketplace, ссылочка в описании. Action VFX выпустила бесплатную коллекцию эффектов падающего снега. На футажах представлены снегопады различной интенсивности. Ранее они уже выпускали текстуры заснеженных поверхностей. Посмотрите, может быть, чего пригодится. К тому же в категории бесплатных ассетов можно найти различные взрывы, порталы, текстуры крови, огонь, молнии, бластеры и прочее. Ссылка знаете где. И, кстати, в тему халявы, на сайте Blazon выкатили бесплатный пак звуков. Всего чуть больше 20 пакетов, разбитых по тематикам. Например, звуки существ, роботов, эффекты взрыва, природы, металла, воды и прочего. Их все можно использовать бесплатно и в коммерческих проектах. Ссылка в описании. Елена, где ты такие новости находишь? Это просто капец. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно залетайте к нам в телеграм-канал. Мы недавно запустили бесплатное обучение на 500 плюс людей. Я вообще не ожидал, что придет столько народу. Ну, конечно же, так бесплатно действует на многих людей, но я не думал, что вообще кому-то будет интересно прокачивать свои знания. Туда мы будем сейчас звать классных кураторов, которые будут объяснять по различным направлениям дизайна, композиции, постановки света, работы с заказчиком, вплоть до того, что я объясню, каким образом вообще оценивать свои проекты и как просматривать и создавать свое портфолио. Такую движуху мы будем организовывать раз в год. Помимо обучения, мы помогаем в продвижении. И делаем мы это абсолютно не так, как делают многие, кто создает коллабы и бесплатное обучение в формате большого количества человек. Каждый, кто попал к нам на обучение, должен записать большое количество разных роликов к себе на YouTube канал для того, чтобы начать двигать нашу всю движуху, индустрию 3D пространства во всех социальных сетях, где это только можно, включая SEO-оптимизации и все-все-все для того, чтобы нас начали замечать. Для меня, конечно же, важно было выцепить классных специалистов, но и прокачать почему бы и нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, удачи!